Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo, и сегодня на моем канале будет присутствовать гость, который расскажет вам о проекте Era 7 более подробно и с более мелкими нюансами. Это будут те вопросы, которые вы мне задаете чаще всего на стриме, и я думаю, что это видео будет вам очень интересно, поэтому смотрите его до конца. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу по традиции вас пригласить в свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации по поводу различных NFT-проектов. Тут я показываю, из каких проектов я выхожу, в какие захожу, сколько мне получается зарабатывать, какие-то новости NFT-игр и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику. Привет, представься, расскажи, как давно ты играешь в Эру 7 и каких результатов ты добился. Привет, я играю в Эру 7 около 1,5 месяца. Сейчас я нахожусь на 13-й строчке в топе. За 1,5 месяца мне удалось сильно продвинуться, то есть игра вышла относительно недавно. Ну, сколько там уже она, месяца 3, по-моему. Но пока вот все хорошо, у меня есть 5 аккаунтов, они как бы все в топ-100 находятся. Ну, точнее, 4 из них в топ-100 находятся. Разработчики относятся лояльно к мультиакам, они это не запрещают делать. Пока мне еще не удалось отбить свои вложения, то есть, чтобы вы понимали, колода, которая сейчас находится у меня на 13 месте, я вложил в нее около $2000, даже больше. Сейчас мне удалось отбить где-то в районе 1000, может 1200. Дальше, как закончится этот месячный ранг, я думаю, я сразу же отобью все свои вложения. Если закончу на 10-м, я даже переплюну все эти вложения и уже буду, считайте, играть как будто бесплатно. Слушай, Вот отлично. так. А скажи, пожалуйста, назови свой ник, чтобы ребята, если что, смогли следить за тобой в рейтинговой таблице, и скажи, какую максимальный ранг, какой ты достигал. Топ-10, может быть, топ-9, там, Но топ-15. в один момент я вообще был на второй строчке рейтинга. Сейчас занимаю 13 место. У меня ник Санта. Также есть в топ-100, увидите мой аккаунт Сантас Брат. Ну так уже поймете то, что это тоже мой аккаунт. Ну вот топ-13 пока что это все. Отлично. У тебя есть YouTube-канал, у тебя есть свои соцсети, на которых ты рассказываешь про проект Era 7, играешь, показываешь стримы. Расскажи немножко об этом, что там будет в ближайшее время. Да, у меня есть телеграм-канал, ютуб, мы каждый день практически провожу в 10 часов вечера стримы на Твиче, где там есть розыгрыши, мы разыгрываем всякие NFT-шки от Эры, где есть даже главный приз, это там коммоновская мастер-карта, которую еще не разыграли. Также есть YouTube-канал, где я выкладываю записи всех стримов, записи, разбор механики игры, всех этих тонкостей, которые, если вы собираетесь зайти в топ, вы должны все это прекрасно понимать. Также сегодня проходит чемпионат по Эре 7, это уже второй турнир от Эры, и меня позвали в качестве комментатора, я выложу сегодня уже вечером на свой YouTube-канал записи всех туров групповых, где будут собраны просто самые лучшие игроки по Эре 7, там все игроки из топ-100 сражаются между собой. Пока что идет групповая стадия, скоро начнется плей-офф и довольно неплохие призовые там. Как бы в Телеграме также у нас много обсуждений, много задают вопросов. Мы все стараемся всем помогать, какую колоду лучше собрать, даем советы и так далее, что лучше сейчас прикупить, что лучше оставить, что лучше продать, что играбельная карта, какая карта играбельная, какая нет. Вот это все у нас есть как бы в Телеграм-группе. Отлично, ребят, Вот как-то все. поэтому, если вы интересуетесь проектом Era 7, вы всегда можете перейти по ссылке в описании к этому видео на YouTube-канал Санты, и там уже посмотреть более подробную информацию, какие-то тонкие нюансы, которыми он будет делиться в своих видео, стримах, в Телеграме, и уже более профессионально развиваться в этой игре. Расскажи про NFT проекта Era 7, какие у них перспективы, возможно, будут они дорожать или наоборот будут дешеветь, как ты видишь это ты. Смотрите, сейчас в призывах карт есть такая механика, то что когда вы призываете и у вас заканчивается вот этот призыв, вам нужно обновлять свою мастер-карту.
И, соответственно, каждое следующее обновление стоит дороже и дороже. Например, сейчас многие легендарные мастер-карты просто перестают их обновлять, потому что это становится невыгодно. Чтобы обновить в третий раз ее, стоит только $600 в готах. Это только $600 в готах, не считая эры. У меня есть друг, у которого есть вот эти легендарные мастер-карты, и он как бы уже их не обновляет, потому что не имеет смысла. И вы должны понимать, что это только третий призыв. Соответственно, четвертый призыв будет еще дороже. Если вы посмотрите на таблицу, сейчас вообще становится невыгодно обновлять мастер-карту коммоновскую, рарку. Соответственно, этих NFT-шек будет становиться все меньше и меньше. Разработчики еще на днях анонсировали то, что будет 5-й левел карт. Соответственно, все топовые игроки, которые находятся в топ-100, они ключевые карты по-любому пойдут продавать. Я даже сам сегодня прикупил много NFT-шек, которые я буду играть, потому что я понимаю то, что они будут становиться все дороже и дороже с каждым днем. Потому что их будет все меньше и меньше как бы призывать вот с помощью мастер-карты. И вот этот 5-й призыв, вы должны понимать, чтобы сделать карту с 1-го уровня на 5-й, вам нужно будет просто 16 одинаковых NFT-шек. А сами понимаете, то, что мастер-карта уже становится невыгодной. И если вы хотите сейчас прямо зайти в проект Era 7, и вы думаете насчет покупки мастер-карты, вы уже не будете покупать мастер-карту ради призыва. И призыв делать уже не имеет никакого смысла. Вам нужно будет купить мастер-карту только для того, чтобы увеличивать ХП у вашего героя. Только за этим и все. Вам нужно будет подобрать нужные классы и все. Как бы заново перезагружать ее, допустим, я бы сейчас точно бы не стал делать. Возможно, в дальнейшем, когда цена на NFT-шки подрастет, тогда уже можно и обнулить ее и добывать с нее NFT-шки. Но сейчас это обнуление вам дается там на коммоновскую 35, если я не ошибаюсь, всего лишь призывов. То есть вам просто это невыгодно. Как бы по NFT-шкам вот что хотел, то сказал. Мгм. Ребят, если вы не понимаете какие-то нюансы или какие-то слова, которые мы сейчас вам говорим, то это точно означает то, что вам нужно перейти по ссылке в описании к этому ролику на канал Санты и понять более мелкие нюансы, потому что, ну, скорее всего, если вы первый раз слышите об этом проекте, вы сейчас не понимаете, о чем мы говорим. Давай, знаешь, о чем поговорим? Расскажи про свой доход с этой игры. Вообще, сколько можно заработать, занимая такие места, как топ-10, топ-15, топ-100? Вот на что люди могут рассчитывать и в какой промежуток времени они смогут добиться таких результатов? Но я вложил сюда $2000. Когда закончится этот месячный сезон, я уже практически 100% отобью все свои вложения. Мне дадут хорошо эры, но это надо учесть, то, что я займу, ну, минимум топ-20 я войду, и награды тут очень хорошие. С каждым уровнем, получается, вот этого месячного или недельного сезона награды становятся все больше. И, соответственно, основной доход в Эре идет именно вот от месячного сезона, потом недельный сезон. И в качестве бонуса у вас также тут можно зарабатывать, играя экспедицию. Чем выше вы будете подниматься по уровню, тем больше вам будет давать готов. Также у вас есть небольшой доход с майнинг кэмпа. У меня выходит примерно $10 в день. Ну, тоже мелочь такая приятная, в виде эры мне дают. Ну, как бы вот это весь основной доход. Я тебе скинул тоже фотографию со всей историей, но нужно понимать то, что там только один месячный сезон. Вот, получается, через неделю заканчивается второй месячный сезон, и там награда будет очень хорошая. На данный момент, чтобы вы понимали, я сейчас скажу, мне дадут 3500 токенов эры, даже по нынешнему курсу в 0.2, если округлить, это все равно $700. Это практически уже отбивает все мои вложения. То есть, если учитывать то, что сколько я еще заработал с другого, это полностью все отобьется. Слушай, очень здорово. Вот такой вопрос. Если приходит в эту игру какой-то новичок, который еще мало что понимает в деках, мало что понимает вообще в механике игры, в тактике,
как быстро он сможет добиться какого-то результата, который позволит ему зарабатывать деньги, ну, более или менее стабильно. Смотри, вот вчера считал, при $300 вложениях, если вы зайдете хотя бы в топ-200 или топ-500, примерно будете держать эту планку, в принципе, это возможно, если у вас э, есть понимание игры, вы хорошо в нее играете. С таким вложением можно зайти в топ-500, и у нас будет примерная окупаемость в районе месяца полтора. Если у вас будет больше вложения, то примерно плюс-минус будет такая же окупаемость, но вам нужно при больших вложениях занимать все выше и выше места, чтобы отбить свои вложения. Основной доход, еще раз подчеркну, это идет с месячного и недельного сезона, вот с этих наград. Это очень важно, ребят, обратите внимание, что здесь нету такого, что вы заходите, вкладываете деньги, и все, они вам капают сами. Вам придется действительно играть в эту игру и показывать какой-то результат для того, чтобы вам платили эти деньги. Именно по этой причине я считаю, что такие игры будут жить очень-очень долго, потому что не каждый в них может заработать. Здесь зарабатывают только те ребята, которые действительно увлекаются этой игрой, считают различные тактики, смотрят гайды, читают информацию, развиваются, и тогда у них все получается. Расскажи, пожалуйста, какие перспективы ты видишь в Эре 7, как она будет развиваться дальше? Ты сейчас говоришь, что вот будет проходить чемпионат, может быть, у разработчиков есть какие-то планы, или, возможно, ты видишь какое-то конкретное будущее у этого проекта. Я думаю, многим будет интересно. Но основное направление Эры 7 это именно соревновательный режим между двумя игроками. И они уже проводят сейчас, идет второй чемпионат. Первый они сотрудничали с гильдией. Сейчас будет уже такой мировой чемпионат. Они все развивают свое сотрудничество. И именно направление тогда, когда человек сражается с человеком, это, мне кажется, будет намного интереснее, чем когда вы просто там один на один с компьютером, вы там что-то фармите, просто против NPC или что-то в этом роде. Соревновательный режим, я думаю, он как бы намного больше заходит в комьюнити, нежели чем просто против ботов там. Расскажи, пожалуйста, вот новичку с чего лучше начинать? Вот, допустим, он зашел в игру, прикупил себе там какую-то колоду, как ты говоришь, там баксов на 200-300. С чего ему лучше начать? Идти сразу в ранг? Или, возможно, начать с какой-то компании? Или какое-то там обучение пройти? Сколько игр можно сыграть там, я не знаю, вот просто в холостую для того, чтобы получить какой-то опыт и уже имело смысл идти в ранг? Вообще, если вы заходите только-только в эту игру, я бы не рекомендовал вообще ничего не покупать. Сначала лучше посмотреть на стримы, вот даже посмотреть этот чемпионат. Какая-то колода вам больше зайдет, какая-то вам меньше зайдет, какая-то вам больше нравится. Если вы, допустим, играли в Hearthstone или в какие-то другие коллекционные игры, то, допустим, вам нравятся или агро-деки, или мидрейндж деки, или деки, которые на лейте. Тут все это есть. Поэтому вы можете выбрать из этого списка. У меня в телеграм-канале есть топ-6 самых популярных колод. Есть и все виды этих дек. Вы как бы можете выбрать одну из них и собрать точно такую же. Тут еще важно понимать то, что не все классы взаимодействуют с друг другом. Какие-то классы, например, такой класс, как Инферно, он более агрессивный, соответственно, он с таким классом, как, допустим, Мистерия, которая больше рассчитана на позднюю игру, они вместе не играются особо. Если будет играться, то это будет очень такая плохая связка. Вам тоже это нужно понимать, и прежде чем покупать карты, еще раз, поиграйте лучше сначала бесплатно, определитесь с классом, потом купите себе мастер-карту и прикупите карты из, допустим, тех дек, которые я вам советую. И дальше все, вперед, покорять вершины. Скажи, пожалуйста, какие еще могут быть перспективы у этой игры, как ты считаешь? Я думаю, то, что перспективы здесь очень большие. Думаю, совсем скоро этот токен будет заличен на Binance. У них есть партнеры Binance. Также официальная группа собирает отзывы об игре, и эти лучшие отзывы будут опубликованы на Binance. Это как бы все не просто так делается. Думаю,
с листингом на Binance у токена станет все значительно лучше. Отлично, слушай, а еще такой интересный вопрос. Сколько примерно времени в день ты тратишь для того, чтобы играть в Эру 7? Если мы будем брать один аккаунт, немного там, не миллион аккаунтов, а вот просто один основной аккаунт, сколько примерно по времени ты тратишь и сколько должен тратить новичок для того, чтобы рассчитывать на какой-то результат? У новичков примерно выходит по 3-4 минуты на бой. Тут бои происходят очень быстро. Вы должны понимать, то, что в день у вас 16 энергии это максимум. И 16 энергии на 3 это получается 48 минут. Плюс еще нужно отыграть экспедицию, это минут 10-12. Вот ровно час выходит на один аккаунт. У меня мои бои, как правило, они происходят гораздо дольше, потому что и я, и мои соперники, бывает, над ходом очень долго думаем, поэтому у меня средний бой выходит где-то 5-6 минут даже может выйти. Соответственно, у меня выходит где-то на один аккаунт 1,5 часа в день, и я отыгрываю все, что нужно, и имею с этого максимальный доход. Отлично, ребят, слушайте, час в день это не так уж и много для того, чтобы получать какую-то прибыль с NFT игры, с перспективной NFT игры, как мы уже с вами разобрались. Поэтому ссылочка на игру в описании, ссылочка на, опять же, YouTube канал Санты тоже будет в описании, обязательно заходите и смотрите. Плюс еще ко всему нужно понимать то, что эта игра очень интересная. Чем больше вы в нее погружаетесь, тем вам более приятно в нее играть. Если вы, допустим, понимаете всю механику Хардстоуна образно, вам становится очень интересно играть в топе, и вы уделяли там, допустим, много времени. Здесь примерно такая же картина. Если вы все разберете, что как играет, вы будете понимать деки, архетипы оппонентов, будете видеть класс, это вы будете понимать, это агрессивная дека или какая, вы будете уже от нее отыгрывать. То есть практически у всего топа я примерно представляю всю ихнюю колоду, как они на чем играют, я уже отыгрываю от этого, то есть на каждый ход бывает просто уходит целая минута времени на обдуме. Этими игра затягивает, что это не просто игра для заработка, она еще и очень интересна, если в ней хорошенько разобраться. 100%. Я на своем стриме, когда играл в Эру 7, когда в первый раз вообще зашел, я тоже говорю, что игра очень сильно затягивает, и хоть я не супер сильно в ней разобрался, я не знал каких-то мелких нюансов, но мне уже хотелось в нее заходить, и потом, когда я закончил стрим, я еще сидел на диване и где-то час залипал в нее, собирал разные деки, экспериментировал и играл, поэтому это действительно так, друзья, и таких игр сейчас немного в NFT-сфере, поэтому обязательно берите Эру 7 на вооружение, я думаю, что этот проект вам очень понравится. Да. Когда я только начинал играть, меня игра так затянула, то что у меня энергия вообще не могла накопиться. И как только у меня появлялась одна или две энергии, я сразу же шел играть и и еще провел кучу времени в Бравл Таверне, играя просто с оппонентами. Игра эта, правда, очень сильно затягивает, если в ней начать хорошенько разбираться. Собственно, вот такое вот у нас видео сегодня получилось, ребят, и я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы к Санте, вы можете написать их в комментариях к этому видео, а мы договоримся, что он придет и поотвечает на ваши вопросы. Вот прям пишите полноценный вопрос, он придет и постарается вам на него кратенько ответить. Что ты хочешь добавить, может быть, рассказать что-то моим зрителям, может быть, прорекламировать еще раз свой канал, рассказать еще что-то про Эру 7 и будем потихоньку закругляться. Ну, еще раз просто хочу напомнить, что сегодня стартовал мировой чемпионат по Эре 7, где есть самые лучшие игроки. Думаю, такой контент будет очень хорошо, зайдет. Этот турнир идет там, по-моему, 10 дней, будет очень много крутых матчей, весь топ там собрался, поэтому приходите, смотрите. Да, и если вам понравилось это видео, вы хотите больше таких видео, то поставьте лайк ему, подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал, и всем всего хорошего, всем удачи, будем с вами прощаться, всем пока. Пока.